предыдущем выпуске я и мои мотодрузья отправились в эндуро-тур по Алтаю, организованный компанией Rus Moto Travel. Мы выдвинулись из Новосибирска в сторону Белокурихи, отметились на нулевом километре Чуйского тракта в городе Бийске, провели прекрасное время в очень антуражном месте близ Белокурихи, где нас напарили, накормили и спать уложили. Потом мы забрались на крутейшую смотровую, затарились метком и чайком на местном рынке у реки Катунь, погуляли по очень красивому подвесному мосту в деревне Кибизень и искупались в прохладной воде реки Бия, добравшись уже до Телецкого озера и поселка Артыбаш. Отсюда и начинается наш сегодняшний маршрут, который перенесет нас на пароме через Телецкое озеро, далее пройдет по долине реки Чулышман и раскроет нам тайну каменных грибов. Но это если сильно кратко. А пока давайте отмотаем все назад и насладимся самым невероятным рассветом. Время около 4 утра, населенный пункт Артыбаш, Телецкое озеро, Республика Алтай. Уже привычного утреннего брифинга не будет, потому что он был накануне вечером. И план на ближайшие 5-6 часов такой. В 5:30 нам нужно быть на паромной переправе, поэтому мы быстро грузим вещи в машину, садимся на мотоциклы и едем на паром. Проезжаем мост через реку Бия и ожидаем команду на погрузку. Сейчас самый высокий сезон, и просто так, без приброни, заскочить на переправу может и не получиться. И чтобы гарантированно получить место под ваш транспорт, позаботьтесь об этом заранее. В интернете информации насчет парома великое множество. Все пароли, явки в доступе. По очереди заезжаем, ставим на подножки моты, спешиваемся и готовимся к отшвартовке. Сходни, точнее, наверное, съездни, или как их правильно называют на пароме, подняты. Ну что ж, в путь! Путь, кстати, не близкий. При хорошей погоде нам ходу около 5 часов. Проходим мимо все того же Артыбаша и еще раз осматриваем туристическую инфраструктуру. Красиво, конечно, хоть и безвкусно. Представляю, что здесь могло бы быть, если бы изначально тут строили все по канонам озера Кома или Гарда. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Сейчас внутренний туризм серьезно набирает обороты и уверен, что в скором будущем при грамотном планировании у нас будет чем похвастаться. А рассветы, закаты, горы, водная гладь – это и так есть. И в данный момент мы этим самым и наслаждаемся. Хочу сказать, что наш паром не единственный, и примерно в это же время стартует еще несколько паромов по такому же маршруту. Паром представляет из себя только плавучую платформу с местом отдыха для пассажиров, а тягач пришвартовывается к борту парома, образовывая сцепку. Наш путь лежит на противоположный берег Телецкого озера, и время в пути сильно зависит от погоды. Волна и ветер могут быть как вашими союзниками, так и врагами. Нам вроде бы как повезло, и волн, можно сказать, не было. Теперь немного информации про само озеро.
Телецкое озеро, или как оно называется по-алтайски Алтын-Кёл, что в переводе означает «золотое озеро», находится на северо-востоке Алтайских гор. Входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая». Один из центров туризма и отдыха Алтая. Высота над уровнем моря составляет аж 434 метра. Довольно долгое время существовали две гипотезы происхождения озерной долины – тектоническая и ледниковая. После того, как советские ученые открыли лабораторию для исследования озера, вторая гипотеза не подтвердилась. Максимальная глубина озера составляет, по разным данным, около 325 метров. Средняя глубина – 181 метр. Площадь озера 223 квадратных километров. Объем пресной воды в Телецком озере составляет 41 кубический километр. Впадает в озеро около 70 рек, причем 70% всей воды дает река Чулышман, впадающая с юга. Забегая вперед, скажу, что в долину реки Чулышман мы и держим сейчас путь. Берега Телецкого озера почти везде крутые и обрывистые, прорезаны ущельями, имеют живописные бухты. В Телецком озере обитает 14 видов рыб, среди которых таймень, телецкий хариус, ленок, телецкий сик, окунь, налим и другие. Основу флоры на берегах озера составляют хвойные деревья – кедр сибирский, пихта сибирская, ель, сосна, лиственница сибирская. Теперь давайте вновь вернемся к парому. И наверняка у самых внимательных зрителей возникает вопрос: а что тут делать в течение 5-7 часов? Действительно, ведь это далеко не 1 час пути. Во-первых, паром отправляется рано утром, и все, кто здесь находится, это все невыспавшиеся люди. И самое популярное занятие у пассажиров – это сон. Спать, кстати, можно только в пассажирском отделении, и в машинах находиться запрещено во время пути. И как выяснилось из общения с другими бывалыми пассажирами, у всех паромов свои правила. Кто-то разрешает находиться пассажирам в машинах, а кто-то нет. На нашем рейсе капитан парома этого делать не разрешил. И пассажиры как-то размещаются в теплом, но душном помещении и как-то спят. Второе занятие – это перекус, так как позавтракать точно никто не успел. В нашем случае заботливые гиды Дима и Антон позаботились о нашем завтраке и, закупив необходимые продукты и напитки, устроили нам настоящий пикник на пароме. Бутеры, вареные яйца, йогурты, фрукты, сладости и, конечно же, чай с кофе. Ну что скажешь, крутой сервис, он проявляется в деталях. Те, кто спать не хотят, а хотят любоваться окружающей красотой, сидят наверху, в специально отведенной зоне. Лично я успел побывать и там, и тут. Мне стало интересно узнать о том, как путешествуют другие люди с нашего парома, и я пошел в народ с расспросами. Ну, расскажите немного о своем путешествии, куда держите путь, ну и все, что хотите сказать, мы готовы послушать. Путешествуем с друзьями из Иркутска, решили в очередной раз объехать Горный Алтай. До этого тоже неоднократно здесь были и облазили Хакасию и Горный Алтай. Всегда в восторге, всегда вновь тянет сюда приехать. Но вот судя по вашей машине, я так предполагаю, вы предпочитаете такой дикий отдых с палаточками, там, с костерком, такой аутентичный. Да, хотим обязательно дикий отдых. Не привязанные ни к каким благоустройствам, ни к каким базам, ни к каким там новомодным вещам. Друзья, ну и как оказалось, мы не одни здесь в мотоциклетной форме. Здесь еще есть 3 замечательных байкера. Павел, расскажите, вы откуда и куда движетесь? Мы с Новосибирска движемся по кольцу, так называемому. Сейчас на пароме до Чулышмана, потом наверх поднимаемся, а дальше по Чудскому Ракту и потом Степной Алтай. А вы как путешествуете, дикарями или какие-то турбаски, там дома отдыха забронированы? База ИЗН, там отдохнем 2 дня и потом наверх. Планируем заканчивать Степным Алтаем. Наконец-то от наших гидов прозвучала команда: парни,
переодеваемся и через 10 минут на инструктаж. Сейчас Антоха расскажет, какой у нас план на день, что мы вообще тут делаем. Давай, Антох, вещай. Значит, сначала мы пойдем по Телецкому, соответственно, с запада на восток. Это где-то примерно 1,5 часа ходу. И дальше повернем резко на юг. Будем проходить всякие места интересные. Здесь будут водопад Девичьи Слезы, 40 грехов. Значит, и причалим на южный берег Телецкого озера. Здесь у нас десантирование на мотоциклах. И где-то примерно, на самом деле, 60 километров мы уже будем ехать по долине реки Чулышман. И где-то вот в этом месте, масштаб просто карты не позволяет увидеть более детально, мы остановимся в местечке под названием Каменные Грибы. Почему оно называется Каменные Грибы, мы немножко попозже поговорим. Парни, значит, смотрите, пара моментов. Значит, перед тем, как мы туда будем сейчас десантироваться, значит, все должны прогреть мотоциклы. Прям прогреть. Чтобы на высоких оборотах поработал, упал до рабочих. То есть 5 минут пусть работает. Дальше. Я не знаю, где конкретно будет приставать паром, потому что место, оно такое, плавающее, короче говоря, да? Но это явно будет вот эта вот песчаная коса, которую вы уже видите. Собственно, вот перед вами этот пляж. Это вот песочек, куда мы будем сейчас с вами съезжать. Да, конечно, на этом берегу место для причаливания паромов абсолютно не подготовлено, как в плане самой загрузки и выгрузки, так и в плане подъездных путей. И поэтому, съехав, нам пришлось потолкаться в пробочке и разъезжать с автомобилями, которые приехали на паром. И вот мы уже едем. Дорога грунтовая, именно такая, какая и нужна нам для получения кайфа от управления тур-эндуро. Есть и ямки, и камешки, и грязька местами, ну, в общем, все как мы любим. А какая же вокруг красота! В своем шлеме через переговорное устройство я только и слышал эмоциональные возгласы своих друзей. Смотрите, какой вид, какая река, какие кони, какие горы. Да, друзья, все именно так. И чтобы перевести дух от первых впечатлений, мы делаем остановку. Ну а я покажу вам эту красоту глазами птиц, живущих здесь. Кстати, для большей антуражности в качестве стартовой площадки своего летающего девайса я выбрал засохшую коровью какаху, в простонародье называемую кизиком. Я думаю, что теперь вы поняли, что не просто так долина реки Чулышман считается одним из самых красивых мест в Горном Алтае. И не мудрено, что сюда стремятся попасть и байкеры, и джиперы, и квадроциклисты, и багисты. Проехав вперед пару километров, мы останавливаемся на обед в местном кафе, в котором прекрасно все. И локация с антуражным мостиком через горную речушку, и сама еда. Вкусная, натуральная и незатейливая. Друзья, долина реки Чулышман. Посмотрите, я такой красоты не часто вижу. Это настоящий горный Алтай. Речка, камни, березки, горы, коровки, лошадки. Это очень красиво.
Вот посмотрите на этого путника. Он просто взял стул, сел около реки и кайфовал. Говорит, что так может просидеть пару часов. Если честно, я ему даже где-то позавидовал, потому что мой ритм не позволяет вот так где-то сесть и ничего не делать, размышляя в свое удовольствие. И вот я вижу мотоциклы, ребята тоже, как и мы, путешествуют на мотоцикле. Парни, привет! Откуда путь держите? Я с Кемерово, ребята с Питера. А вы откуда? Сомска. Сомска? Ну, то есть вы почти местные. Здрасте, а вы откуда? Приветствую. Ага. Кузнецк. Ну, Кузнецк. Кемеровская область. Ну, вы уже, наверное, привычны к такой красоте. Ну, за этот год уже 11 раз. На Алтае. Да? Ух ты, здорово. Обожаем эти места. Очень красиво. Нам подали шурпу, местные лепешки с начинкой типа кавказских хачинов и манты. И это было очень вкусно и нажористо. А потом, конечно же, алтайский чай. Дальше наш путь лежал также вдоль реки Чулышман. Здесь не хочется ничего говорить, а просто поставить крутой саундтрек и бомбануть вас видами, дорожными кадрами, да так, чтобы прямо сейчас вы вскочили с удобных кресел и диванов и начали планировать свой тур на Алтай. Ну, в общем, наслаждайтесь. Друзья, еще одно инстаграмное место. Здесь, на Горном Алтае, вот такой вот классный мост деревянный через красивейшую речку. Пейзажи просто помрачительные. Не знаю, хочется каждые 5 минут останавливаться, фоткать, снимать. Сами понимаете, флешки не резиновые. Да и уже некоторые начинают, мягко говоря, проявлять недовольство. Дальше практически без остановок мы отправились по хорошо накатанной грунтовой дороге, также вдоль реки по ущелью к месту нашего пристанища на ближайшую ночь. Сегодняшняя точка нашего ночлега – это база отдыха «Каменные грибы». И называется она не из-за их знаменитого супа из каменных грибов, а из-за природного памятника «Каменные грибы», куда мы сейчас отправимся на легенький трекинг. Да, но учитывая тот факт, что самым большим желанием всех членов команды после жаркого и пыльного пути было искупаться, и так как в наших бунгало душ отсутствовал, то трекинг к каменным грибам решено было перенести на утро следующего дня. А сейчас нужно было разместиться, переодеться, и с условиями нашего проживания я и хочу вас познакомить. Очень часто в комментариях про наш мотокавказ, наш квадрокавказ часто говорит, что мы мажоры, живем в каких-то пятизвездниках, жрем дорогую еду, спим в дорогих апартаментах. Все, братцы, наконец-то меняю концепцию наших видеороликов. И это место как раз для вас. Давайте, рум-тур. Пожалуйста, смотрите, это эко-домик, сделанный из си-панелечек. Пожалуйста, он без крыши. Здесь вот есть такой умывальничек. Собственно, что у нас в доме? Все, что необходимо одинокому человеку. 2 кровати. Да, кстати, почему-то не вижу ни одной розетки.
Наверное, это по спецзаказу. Хорошо, дальше. Есть ли у нас туалет? 100 пудов. Вот он. Туалет есть. Но нет душа. В общем, сегодня мы располагаемся вот в таких очаровательных домиках. И, как мне кажется, дальше будут апартаменты только такие. На самом деле здесь были домики классом и повыше, но забронировать их на всех участников нашего тура просто не представлялось возможным, ввиду того, что их просто не было в необходимом количестве. Ну а мы же команда, и никому не хотелось на себе чувствовать кривых взглядов от товарищей за то, что у тебя был домик на 2 квадратных метра больше, чем у остальных. Поэтому принято решение было всем жить в равных по комфорту условиях. И как же тогда быть с чистотой тел и гигиеной? Спокуха! А как же раньше люди мылись? В реке да в бане. Вот и мы также. Сначала, скинув в себя пыльную и потную одежду, мы побежали в реку. Наконец-то мы добрались до водоема. Хотелось бы сказать, что хочется покупаться подольше, но подольше не получится, потому что температура воды по ощущениям градусов 16, наверное. Поэтому сейчас смоем с себя дорожную пыль и устроим заодно постирушки. А то, видите, и кипочка зачморилась, и бельишко уже козлятинкой пахнет. Поэтому, в общем, банно-прачечный день, день ПХД. Но сначала купаться. Ну а после того, как мы уже освежились, постирались, всем коллективом отправились в баню. А пока мы банькались, наши неугомонные гиды готовили ужин. Да, парни еще на пароме рассказали, что у нас будет самый настоящий классический выезд а-ля типа на шашлыки. Деревянные домики, купание в речке, мытье в бане и потом жареное на мангале мясо и овощи. И ни капельки не обманули, все именно так и было. Мы расположились в беседке, Антон и Дима пожарили нам обещанный шашлык, свининку, курочку, овощи. Все продукты были куплены накануне в Артыбаше и в термобоксах довезены сюда, поэтому ценность этих незатейливых блюд максимальна. Да, и парни это все делали с большой любовью и заботой, поэтому еда была очень аппетитной и вкусной. И снова я хочу обратить внимание тех, кто собирается в организованный мототур, что мелочей здесь не бывает. И Рус Мото Travel максимально продумывает все на своих маршрутах, и это очень важно. Поэтому катайтесь только с правильными людьми, и только тогда вы получите максимум удовольствия и впечатлений. Учитывая, что мы встали около 4 часов утра и день выдался очень эмоционально насыщенный, да еще и после бани и вкусного сытного ужина нас, мягко говоря, стало всех рубить. Конечно, хотелось также вот сесть у костра с гитарой, напитками, попечь картохи, хлеб на палочке с салом, но сил уже не было. А утром еще и надо до выезда успеть сбегать в гору к каменным грибам. Поэтому всем спать. А спалось, поверьте, очень даже сладко. Меня разбудил сначала звук работающего бензогенератора на соседней базе, а потом лодочного мотора. А это значит, что переправа к каменным грибам уже заработала. Это был верный знак, что медлить нельзя. Мы быстро вскочили, умылись и побежали на переправу, где накануне договорились встретиться в 7 утра. Как выяснилось, мы – это гиды Антон и Дима, и 2 далеко не самых спортивных и поджарых восходителя – я и оператор Никита. Ждать остальных было и бессмысленно, так как, скорее всего, они спали, и не кинематографично, так как среди толп туристов нормально поснимать не получится. Поэтому отправляемся вчетвером. Переправившись на лодке через всю ту же реку Чулышман, мы отправляемся в путь к каменным грибам.
Первая часть нашего пути лежит вдоль очень красивого ручья, стекающего сверху с гор в ту самую реку. Очень здорово идти и слушать, как шумит вода горного ручья, и чувствовать запах утреннего разнотравья. Солнце еще не поднялось достаточно высоко, и мы пока идем по теньку, но, судя по всему, это скоро закончится. Дорога становится все более каменистой и крутой. Есть два пути. Один более короткий и более крутой, второй более пологий, но более длинный. Естественно, выбираем более длинный и идем наверх. Чем выше мы поднимаемся, тем больше открывается панорама на другую сторону реки Чулышман, где находится наша и соседние турбазы. Раньше, как рассказывали и наши гиды, на этом месте было всего лишь две базы, где путешественники могли остановиться. Сейчас с развитием туризма на Алтае и в целом по стране турбаз стало гораздо больше, и с высоты это очень хорошо видно. Продолжаем карабкаться вверх, периодически останавливаясь, чтобы сделать еще несколько красивых снимков, попить водички и перевести дух. И несмотря на раннее утро, солнышко припекает уже достаточно хорошо. Через некоторое время, набрав уже достаточно большую высоту, выходим на панорамную площадку, которая, судя по турикам и самодельным скамеечкам, является очень популярным местом для созерцания. Впрочем, полюбуйтесь сами, мысленно перенеся себя с дивана вот на эту смотровую площадку. Мою медитацию и любование видами прервал вновь шум лодочного мотора, который означал, что туристы проснулись и массово двинулись вверх. А это означало, что через 30-40 минут здесь будет людно, и нам пора идти к каменным грибам. По пути нам попались люди, которые уже совершили восхождение к этому природному монументу, и стало понятно, что на 30 минут мы будем здесь единственными посетителями, и это не могло не радовать. Осталось пройти совсем чуть-чуть, и в какой-то момент становится понятно, что мы пришли. Друзья, ну вот они, то, ради чего мы шли, каменные грибы. Реально это грибы, похожие на грибы, только каменные. Антох, ну дай нам информации про эту штуку. Слушай, ну информация довольно-таки простая. Наверное, местные жители здесь могут много рассказать про какие-то легенды и так далее, но если мы просто в какую-то базовую геологию идем, то все, в принципе, довольно-таки просто. Мы здесь наблюдаем выход довольно-таки мягких пород на фоне, да, твердых пород вот этих вот гор. И ветер, вода, все это образует эрозию, мягкие породы постепенно выдуваются и остаются вот такие вот причудливые камни сверху, которые образуют форму этих грибов. Конечно, это очень долгий процесс. Наверное, если наши потомки через несколько тысяч лет спустя, да, еще сюда придут, они увидят гораздо большее количество грибов. Либо наоборот, все мягкие породы настолько выдуются, что вот эти все камни, которые там сейчас наверху, они просто рухнут. Но, в принципе, если здесь в округе посмотреть, то даже вот там за нашими спинами, да, вот там вот, там, в принципе, наблюдается что-то похожее. Поэтому, я думаю, через пару миллионов лет грибов будет больше. Времени досконально исследовать грибы просто не было, так как у нас сегодня был полноценный ездовой день. И я точно понимал, что внизу нас ждали наши ленивые и неспортивные мототоварищи, которые, неспешно позавтракав, уже наверняка начинали гундеть и кваситься на солнышке.
Обратно, чтобы ускориться, я решил идти по короткому пути. И скажу, что вниз идти было гораздо сложнее, так как уклон был серьезнее, а под ногами находился подвижный и сыпучий грунт. И уже знакомый нам ручеек был очень кстати, потому что хотелось и пить, и умыться. Подойдя к берегу, машем нашему паромщику и буквально через 1 минуту уже едем на другой берег реки. На этом я заканчиваю эту серию, а в следующем выпуске мы продолжим наше путешествие по долине реки Чулышман. Заберемся на перевал Кату-Ярык, познакомимся с высокогорными районами, оценим качество и красоту этих дорог. Отправимся в сторону границы с Монголией по одной из самых красивых асфальтовых дорог мира – Чуйскому тракту. Доберемся до населенного пункта, где живут этнические казахи Кош-Агач. Раскроем тему казахского гостеприимства и исследуем марсианские ландшафты в окрестностях и посетим культовое место с многотонным мегалитом. Чтобы не пропустить всю эту красоту, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк за эту непростую работу и написать свой вопрос в комментариях, с каким регионом нашей страны или мира вам бы хотелось познакомиться через мои выпуски. До новых встреч на моем канале. Пока!